Всем привет, с вами Амир Гумеров. Приветствую вас на нашем курсе про Инстаграм. Сегодня мы с вами поговорим про то, зачем нужен вообще Инстаграм канал, зачем нужен YouTube канал, зачем вообще нужны социальные сети вам. Нужны они вообще, может быть, вам или не нужны, и каким образом вы можете это дело использовать в своих интересах. Основная задача ваших социальных сетей – это повышение вашей медийности. Что такое медийность? Вы, наверное, помните, да, из тех времен, когда еще Валерий Леонтьев, Алла Пугачева были из всех радиоприемников, были из всех телевизоров, в газетах про них писали и так далее. Вот насколько популярен человек, можно было оценить по тому, насколько часто и много его упоминают в каких-то социальных сетях, хотел сказать, насколько упоминают его часто в медиаресурсах, вот так. То есть, медиаресурсы, естественно, оцениваются своими читателями, зрителями, слушателями, и количество людей, которые охватывает какой-то конкретный человек через эти медиаресурсы, это как раз вот, примерный показатель его медийности. То есть, если вы не сходите с телевизоров каждый день, естественно, вы медийный человек, и, естественно, про вас можно сказать, что вы популярны, да? В наши времена все поменялось. Поменялось в основном в том плане, что можно быть популярным, даже если про тебя не показывают по телевизору. И даже, скажу больше, телевизор начинает подтягиваться к тем людям, которые популярны в социальных сетях. Вы можете посмотреть на многих телеканалах, уже успешные блогеры ведут свои передачи. И ведут они свои передачи не потому, что они известны на телевидении, да, а потому что они уже и так известны, и их просто пригласили для того, чтобы они подняли рейтинг телеканала, то есть в обратную сторону там работа получается. Вот, соответственно, ваша медийность – это ваши социальные сети, то есть вам вполне доступно выходить на какие-то большие площадки буквально своими силами, то есть вам не надо вкладывать туда ни средств, не надо не вкладывать особых каких-то связей и так далее. То есть достаточно того, что вы можете вести свою социальную сеть. Вот. И конкретно сейчас мы с вами поговорим про одну конкретную социальную сеть. Эта сеть называется Инстаграм. Вот. Эта социальная сеть очень популярна, у нее много миллионов аудитории. И вот социальная сеть — это позволяет, в принципе, выйти на тот уровень, чтобы вам можно было каким-то образом уже сделать шаг вперед, да, потому что он тоже саму Полю из Деревки, вспомните, да, она же вышла благодаря чему? Благодаря Инстаграму. Вот, очень интересные видосики делала, и вот, пожалуйста, очень много других блогеров, которые тоже вышли в свет благодаря Инстаграму. Вот, и первый вопрос, да, который самый важный, то есть основная ваша мотивация стать медийным. Вот. А медийность, зачем вам нужна медийность? Вот тоже вот следующий вопрос, на самом деле тоже важный и на самом деле, возможно, более даже важный, чем первый. Зачем это все нужно? Дело в том, что вы должны понимать, что блогерство — это тоже один из видов деятельности, это тоже работа, и она тоже может приносить деньги. В чем смысл? В том, что когда у вас много подписчиков, когда у вас большая аудитория, вы становитесь интересны рекламодателям. И как вот радио, телевидение, то есть оценивая свою медийность каким образом, то есть медиакит того же телевидения, они как бы оговаривают, сколько аудитории смотрит, да, то есть какая аудитория смотрит и так далее, и так далее. И исходя из этого разговаривают с рекламодателем. Так вот, блогер имеет те же самые циферки, которые имеет обычный телеканал, радиостанция, газета, журнал и так далее, и так далее. То есть у вас есть те же самые единицы измерения. Аудитория, да, вовлеченность. Вы можете посмотреть, какая аудитория, вы можете посмотреть вообще, что они смотрят, что они не смотрят, кстати, в отличие от того же телевидения или радио. То есть у вас есть прямой сразу доступ к информации, что интересно вашему зрителю и как оно как бы заходит, и как это все дело правильно делать. Поэтому вы можете реагировать намного более эффективно, чем всякие другие большие медиаресурсы, потому что у вас прямо все данные вот так вот на блюдечке с голубой каемочкой.
И вы должны понимать, что блогеры в этой ситуации зарабатывают деньги. Те же инстаблогеры зарабатывают деньги в принципе неплохие. То есть там могут быть измерения в тысячах долларов в месяц. Поэтому, кстати, наше правительство сейчас немножко переполошилось по этому поводу. Пытается каким-то образом взять под учет эту ситуацию, потому что много денег уходит блогерам мимо налогов. Вот, поэтому, раз уж государство задумалось об этом, вы, наверное, тоже можете об этом подумать, потому что деньги там есть, и деньги там есть неплохие. Давайте сразу немножечко с вами сегодня по терминологии еще пройдемся. Что такое инфлюенсер? Да? Инфлюенсер — это лидер мнения. Человек, который может заразить своим энтузиазмом аудиторию, да, и он может своим энтузиазмом зародить любовь к какому-то бренду, зародить любовь к какой-то фирме, да, к какому-то гаджету, девайсу и так далее. Вспомните 15-16 год, вспомните, когда еще вот только-только появлялись те же самые гироскутеры. Вообще вот на большой рынок их выводили американские тинейджеры, девчонки. То есть та же самая Джордан Джонс, она с ним в обнимку фоткалась, все, каталась на нем постоянно в Инстаграме, то есть она с ним не расставалась. И, судя по всему, денег она получила там очень даже немало. Поэтому даже в те времена, уже в 2016 году, я тогда уже это говорил о том, что фирмы, да, производители, бренды обращались к инфлюенсерам, к лидерам мнения в социальных сетях для того, чтобы продвинуть продукцию. И вот еще один тоже важный момент, сразу же тоже в этом ролике скажу по поводу накруток. Вот вся как бы информация в нашей школе, она как раз, наверное, о том, что не надо ни в коем случае накручивать себе аудиторию. Вот аудиторию себе, пожалуйста, никогда не пытайтесь ни купить себе подписчиков, ни каким-то образом купить себе ботов. Даже скажу больше, какие-то коллаборации с блогерами, они всегда идут на пользу блогам, потому что есть один важный момент. Дело в том, что когда социальная сеть, вот это сейчас я немножко забегу вперед, чтобы вам было понятно, когда социальная сеть начинает пытаться показать ваш пост какой-то вашей аудитории, очень сильно и очень много зависит от того, как эта аудитория отреагирует на вас. И вот представьте себе ситуацию, что вы участвовали в каком-то, не знаю, гиве, да, допустим, гиве от какого-то большого блогера. Этот блогер был, допустим, про моду или просто влогер, да, а вы спортсмен, или вы танцор, или вы чем-то другим и чем тоже очень классным занимаетесь, художник. И тут возникает интересная ситуация. Вы делаете гениальный пост, вы делаете пост, который вообще вот просто, ну, супер-пупер. И Инстаграм начинает пытаться показать его вашей аудитории. Что получается потом? Дело в том, что люди, которые пришли к вам с гива, они о вас вообще ничего не знают. Они пришли к вам в надежде выиграть iPhone. Соответственно, вас они в лицо не знают, вас они знать не знают и знать не хотят. И в лучшем случае для вас, если эти люди после гива отпишутся. А если они после гива не отпишутся и будут еще висеть у вас в подписчиках, это будет балласт. Почему балласт? А потому что Инстаграм каким образом проверяет, насколько интересная публикация. Он показывает вашу публикацию какой-то контрольной группе из ваших подписчиков. И вот как отреагировали ваши подписчики на вашу публикацию, это как раз сигнал для Инстаграма, что делать с этой публикацией дальше. Показывать ее кому-то еще или задвинуть куда-нибудь ее подальше. Так вот, люди, которые на вас подписались не добровольно, люди, которые на вас подписались из-за того, что они надеялись что-то получить взамен, скорее всего, либо промотнут публикацию, да, никак не отреагировав, да, либо даже сказать больше, если они увидели вашу публикацию, они еще и отпишутся.
Соответственно, Инстаграм увидит, что эта публикация настолько отвратительна, что люди или проматывают, или отписываются. Вот что в этой ситуации Инстаграм будет пытаться делать? Что он не будет делать? Он задвинет вашу публикацию вниз подальше, от греха подальше. И все. Поэтому, пожалуйста, если вы учитесь в нашей школе, никаких гивов, никаких ботов и так далее не нужно. Аудиторию набрать многотысячную вы легко сможете. С этим нету никаких проблем. Наши подписчики, наши ученики это делали неоднократно. У нас ученики это делают легко и просто. Некоторые делают это уже многократно даже. Поэтому добро пожаловать в нашу школу. Курс мы начинаем. Курс будет про Инстаграм. Также у нас есть курсы про YouTube. Скорее всего, мы попросим больших блогеров класса Кристины Дороховой помочь нам про курс про лайк. Кто не знает, у Кристины больше миллиона. Уже к 2, наверное, к 3 миллионам подписчиков. Также мы попросим по поводу ТикТока какие-нибудь курсики нам сделать Амиру Хайрудинову, у которой больше 200 тысяч подписчиков в ТикТоке. Вот. Я же вам расскажу про Инстаграм, и я же вам расскажу про YouTube. На этом этот видеоролик закончен. Начинаем.